Европейцы, и, кстати, мы долго можем, как страусы, прятать голову в песок, не замечать очевидного и не называть вещи своими именами. До того момента, как будут уже не 2 раза в день, и не 5 человек, и не 100 человек убивать, а 1000 человек. И когда взорвут Нотр-Дам-де-Пари, вот тогда постепенно начнется. Европа в последние несколько дней вновь оказалась под ударом террористов-одиночек. Ну вот, судя по сводкам из Бельгии и Британии, нападение вооруженных ножом людей становится просто таким уже будничным событием. Мы не хотим, чтобы люди могли перепутать и думать, что как бы все иностранцы, если мусульмане, террористы, что неправда, понимаете? Нам важно, как и у вас, как и в России, нам важно хранить, ну, как можно будет, мир между разными национальностями. Европейцы, и, кстати, мы долго можем, как страусы, прятать голову в песок, не замечать очевидного и не называть вещи своими именами. До того момента, как будут уже не 2 раза в день, и не 5 человек, и не 100 человек убивать, а 1000 человек. И когда взорвут Нотр-Дам-де-Пари, вот тогда постепенно начнется. Значит, надо понять, веками была проблема. Веками кое-кто с определенной религиозной идеологией хотел оккупировать Европу. Остановили под Веной и уже под Парижем 2 раза. Потом пустили внутрь. И теперь смотрите, один террорист сегодня откуда? Из Сомали. Сомали никто не бомбил. Прошлый террорист на прошлой неделе из Марокко. Марокко никто не бомбил. Что их всех объединяет? Их всех объединяет одна и та же религиозная идеология. Кроме того, откройте учебник нейрофизиологии, 1-2 страница. Да, мозг, поймите, мозг везде развивался по-разному, прошел разную эволюцию. И мы отличаемся здесь все по полям головного мозга, где как эти поля развиты. Да, есть архаичные мозги. И разница по полям головного мозга в 40 раз. Разница по полям головного мозга в 40 раз. Экономические условия, да, о которых нам сейчас так яростно говорили, они ни при чем здесь, да? То есть все дело изначально... Мигрантам с Ближнего Востока подарили колоссальные деньги, квартиры, им все подарили. Они хорошо себя вести не будут. Мы уничтожим исламское государство, лишим его возможности вести вербовку и набирать финансы для подготовки и осуществления новых терактов по всему миру. Да. Смотрите, конечно, вот этот ИГИЛ запрещенный, невероятно запрещенный в России, его, конечно, американцы и не американцы добьют как конкретную организацию в конкретном месте. Но действительно проблема в том, что дикари уже сейчас... Главная проблема наша, что дикари уже в тылу, и они продолжат самостоятельно действовать просто потому, что они дикари, это их биологическая суть работы плюс идеология. Для спецслужб? У меня есть рецепт вернуться к той Европе, которая у нас была еще лет 30 назад, и восстановить границы. Для того, чтобы вернуться... Этому мешают леваки. Смотрите, это мешают леваки. Леваки мешают. Я объясню, есть большая разница. Это принципиально надо понять. Между настоящим либералом, в исконном смысле этого слова, и леваками, даже левыми фашистами. Либерал — это за свободную экономику, не вмешивается государство в жизнь человека и меньше религиозного бреда в жизнь человека. А либералы сегодняшние, которые прихватизировали слово либерал, на самом деле они леваки, вот они хотят кормить бездельников, пускать дикарей, подменять европейцев другим населением и так далее. Вот в чем это смысл сегодняшней эпохи. То есть вы не либерал? Я либерал в исконном смысле, понимаете, в том, как это начиналось и было 150 лет. Не последние 40 где-то, а 150, как в словаре, как в научном словаре. Да, Сергей.